После российских ударов Трамп назвал Путина сумасшедшим. Это его самые жесткие слова с начала полномасштабного вторжения. Но не поздно ли уже и сможет ли он оставаться последовательным? По мере ослабления лидерства Штатов, готов ли он взять на себя ответственность за поддержку Украины, учитывая, что Россия снова накапливает десятки тысяч войск на границе с Украиной? Мы обратились к Роберту Пэтману, профессору международных отношений в Университете Оттава в Новой Зеландии, чтобы понять, что на самом деле движет глобальной дипломатией и в игре, стоящей за переговорами. Мистер Пэтман, очень приятно видеть вас в нашей студии в первый и, надеюсь, не в последний раз. Спасибо. В вашем интервью 2022 года вы сказали, что мировая реакция на агрессию России была решительной. Но сейчас, после более чем 3 лет жестокой войны и вторжения, как бы вы ее оценили? Мир сделал достаточно или ключевые партнеры упустили некоторые важные шаги? Когда я сделал это заявление в 2022 году, у меня сложилось устойчивое впечатление, что Джо Байден, занимавший тогда пост президента Соединенных Штатов, был настроен не только на то, чтобы помочь Украине в обороне и поддержать ее позицию, но и на то, чтобы активно содействовать в предотвращении попытки Путина аннексировать украинское государство. И этого, по сути, не произошло. Казалось, что американцы при Байдене хотели сделать достаточно, чтобы Украина могла продолжать войну и конкурировать с Россией. Но они довольно неохотно предоставляли Украине такое оружие, чтобы Украина могла перенести войну на территорию России. С украинской стороны было значительное разочарование. Например, Украина получила F-16 только через несколько лет. Есть и другие категории оружия, по которым возникало ощущение, что Запад мог бы сделать больше. Я думаю, был страх спровоцировать Путина. Путин угрожал ядерным оружием, и я думаю, что поддержка Украины была сдержанной. Еще в 2022 году я думал, что администрация Байдена, как только Украина продемонстрирует свою решимость, попытается помочь Украине завершить работу и вытеснить российские войска из Украины. В то время как, по моему мнению, позиция администрации Байдена была гораздо более сдержанной. Знаете, я вот открываю Washington-Post и вижу заголовок: «Трамп смягчается по отношению к Путину, поскольку, по словам чиновников, военное преимущество России ослабевает». Так почему он не может надавить на Россию? Вот в чем вопрос. Сейчас подходящий момент, чтобы надавить. С вашей точки зрения, почему администрация Трампа не делает этого? Это именно то время, потому что Россия сейчас действительно довольно слаба на фронте. И особенно после этих 3 ночей, которые были очень тяжелыми для Украины, особенно для украинской столицы. И мы знаем, что когда они так сильно атакуют с помощью беспилотников и ракет, значит, на линии фронта что-то не так, что они там слабы. Так, если они слабы, почему не использовать эту возможность? Отношения Трампа с Путиным всегда были несколько загадочными. Он говорил, что решит проблему за 24 часа во время предвыборной кампании. Помните его обещание? Трамп собирался принести мир в Украину в течение 24 часов. К сожалению, это обещание не было выполнено. Но, похоже, мирный план Трампа предусматривает много уступок требованиям Путина. Трамп ожидал, что Украина фактически откажется от всех территорий, которые были частично или полностью аннексированы в результате российского вторжения, а также от Крыма, и откажется от суверенного права Украины вступать в НАТО. Я полагаю, что характер отношений между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным остается довольно сложным для полного понимания и вызывает немало вопросов. Но, по моему мнению, президент Зеленский проявляет терпение и считает важным взаимодействовать с администрацией Трампа.
И есть признаки того, что администрация Трампа, по крайней мере, сам Трамп говорит, что он становится более нетерпеливым. И даже в ответ на ужасающие ракетные и дроновые атаки на Киев и другие украинские города за последние 2 дня, Трамп, цитирую, вынужден серьезно рассмотреть возможность расширения санкций. Но самое важное здесь заключается в том, что европейские партнеры в целом не разделяют взгляды Дональда Трампа на то, каким именно должно быть мирное урегулирование и каким образом его следует достигать. И мы сейчас наблюдаем, как европейские страны, судя по всему, начинают действовать значительно более организованно и скоординированно, чем это было ранее. Германия, например, под руководством нового лидера Фридриха Мерца, обязуется тратить 5% ВВП на оборону. И Мерц сделал несколько довольно решительных заявлений. В его риторике звучало, что он хочет, чтобы Украина взяла инициативу в конфликте с Россией. Это произойдет только при более активной поддержке Европы. Но не рискует ли мир своей мягкой силой, уступая Путину? Я думаю, что Трамп стоит перед политической дилеммой. По какой-то причине он хочет иметь близкие геополитические отношения с Путиным. Некоторые сторонники Трампа говорят, это связано с тем, что администрация Трампа хочет противостоять Китаю и стремится отдалить или разорвать союз России и Китая. Контраргумент заключается в том, что Китай вряд ли сможет или захочет отделиться от России, и, в свою очередь, Россия также не сможет или не захочет дистанцироваться от Китая, учитывая ее значительную зависимость от китайской поддержки в ходе этого военного вторжения. И для Трампа существует 2 опасности, связанные с его мягким подходом. Во-первых, это придаст смелости Китаю, который воспринимает это как проявление слабости Америки. Самая могущественная страна в мире, по-видимому, готова сделать территориальные уступки стране, которая нарушила международное право и фактически разорвала устав Организации Объединенных Наций, незаконно вторгнувшись в соседние государства. Но вторая опасность для Трампа заключается в том, что общественное мнение в Соединенных Штатах, по опросам, более 80% американцев считают Путина врагом Америки, а не президента Зеленского. И, удерживая Америку вовлеченной, президент Зеленский, возможно, рассчитывает на то, что общественное мнение в Соединенных Штатах, которое сильно его поддерживает, повлияет на администрацию. Да, я надеюсь на это. Возвращаясь к санкциям, работают ли нынешние международные санкции, не только американские, на самом деле? Я слышала от одного эксперта, который сказал, представьте, цена на нефть была $100 на начало войны. Сейчас $50 из-за санкций. Вы разделяете эту оценку? Это действительно так? И достаточно ли этого? Я думаю, что санкции работают. Они действуют более постепенно и более медленно, чем многие думали, когда вводили эти санкции. Но я думаю, что в ближайшем будущем ожидается значительное развитие событий. Существует двупартийный законопроект, который активно продвигают и поддерживают Ричард Блументаль со стороны демократов, а также Линдси Грэм со стороны республиканцев. Этот законопроект, по всей видимости, поддерживают не менее 81 сенатора из разных партий. В случае, если Россия не отступит и не проявит готовность к конструктивным мирным переговорам, предлагается ввести данный санкционный законопроект, который предусматривает достаточно серьезные и масштабные санкции против таких стран, как Индия и Китай, если они продолжат оказывать поддержку Москве. Другими словами, Россия обнаружит, что 2 из ее основных партнеров окажутся под санкциями за покупку российской нефти. И масштаб этих штрафов, по некоторым оценкам, может достигать 500%. Если этот законопроект будет принят, а он имеет двупартийную поддержку в Сенате, это может значительно увеличить стоимость конфликта и цену вторжения для режима Путина.
Это очень интересно. Я жду решения Сената. Очень надеюсь, что они сделают правильный выбор. Путин рискует непреднамеренно сыграть на руку тем сенаторам, которые поддерживают данный законопроект, поскольку его продолжающиеся бомбардировки Украины, особенно усиленные ракетные и дроновые атаки, которые наблюдались в последние 3 дня, лишь укрепляют позиции таких политиков, как Линдси Грэм и Ричард Блументал. Они убеждены, что Путин вовсе не заинтересован в серьезном мирном урегулировании, а лишь стремится к аннексии Украины и намеренно затягивает время. С их точки зрения, этот законопроект необходим, чтобы оказать реальное давление на Путина и особенно на российскую экономику. А НАТО по-прежнему официально заявляет, что Украина не является его членом, так что прямого военного участия не будет. Но со временем мы все чаще слышим о инструкторах НАТО, системах ПВО в Украине и даже о возможном вводе западных войск в рамках коалиции желающих. Меняется ли позиция НАТО на практике? Что вы думаете? И что это может означать для войны и будущей безопасности Европы? Я думаю, что большинство стран НАТО может. Я был в Германии и Нидерландах в январе по рабочим причинам, выступал в университетах в этих странах. И что меня действительно поразило, это то, что, в отличие от администрации Трампа, многие люди, с которыми я общался, были согласны с тем, что с Путиным нужно столкнуться лицом к лицу. Ему нужно было противостоять, и любое урегулирование, которое вознаграждало бы агрессию Путина в Украине, только способствовало бы дальнейшему расширению России под руководством Путина. Поэтому я считаю, что в рамках НАТО, особенно в ряде ключевых стран-членов Альянса, существует принципиально иное понимание мотивов Путина в отношении Украины, которое существенно отличается от того взгляда на ситуацию, который был характерен для администрации Трампа. Возможно, под влиянием общественного давления внутри Соединенных Штатов администрация Трампа со временем начнет все больше сближаться и приходить к общему пониманию ситуации вместе с такими странами, как Германия, Великобритания и Франция. Но я уверен, что многие европейские страны считают, что происходящее в Украине имеет серьезные последствия не только для Европы, но и за ее пределами. В недавнем интервью бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что это может даже помочь Украине, если Штаты выйдут из переговоров, потому что Вашингтон иногда помогает Кремлю, сам того не желая. Я имею в виду нынешнюю администрацию Трампа. Согласны ли вы с этим? И какую роль должна играть Украина в будущих переговорах с Россией? Нужен ли нам кто-то вроде, вы упомянули Германию? Могут ли они стать посредниками в этом процессе? Я думаю, что в принципе, на бумаге, если у Европы есть политическая воля, если объединить такие страны, как Польша, Германия, Великобритания, Швеция, Финляндия, Франция. Эти страны имеют военный потенциал, сопоставимый с российским. Вопрос в том, смогут ли они прийти к консенсусу. Похоже, что именно Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии из Германии, недавно заявила, что Запад в том виде, в каком мы его знали до сих пор, фактически подошел к своему концу. И, как мне кажется, она имела в виду именно тот глубокий раскол и серьезное разногласие между администрацией Трампа и официальной позицией Европы по вопросам, связанным с ситуацией в Украине. Конечно, мы знаем, что в Европе нет полного консенсуса. Есть такие страны, как Венгрия, довольно пропутински настроенная при Викторе Орбане, а также Словакия. Но я думаю, что большинство стран Европы рассматривают украинский конфликт как свой конфликт, в котором Украина участвует от их имени. И я думаю, что также произошло запоздалое осознание того, что Европа не может полагаться на администрацию Трампа так, как она полагалась на предыдущую администрацию в Вашингтоне, администрацию Байдена. А это, в свою очередь, будет стимулировать европейцев к укреплению собственного военного потенциала.
Таким образом, в некотором смысле мы становимся свидетелями большого перехода в международных отношениях, когда европейцы, которым не хватало уверенности в себе, порой создавалось ощущение, что в первые 2-3 года российской агрессии против Украины европейцы всегда ждали поддержки от Вашингтона, чтобы получить зеленый свет для оказания помощи Украине. Поэтому я считаю, что этот этап уже остался в прошлом. Однако, безусловно, ситуация остается крайне нестабильной и требует постоянного внимания. И я считаю, что сейчас особенно важно то, что Европа начинает проявлять гораздо большее лидерство и инициативу, потому что это, в свою очередь, произведет определенное впечатление или, по крайней мере, четко отправит сигнал Путину о том, что его издержки и затраты на продолжение этого конфликта и вторжение в Украину будут неуклонно расти со временем. Вы знаете, что Россия продолжает говорить, как во время последней встречи в Стамбуле, что мирные переговоры не означают, что они прекратят бомбить Украину. Это точно не манипуляция, потому что они бомбят нас каждую ночь и каждый день. Но почему Кремль продолжает участвовать в переговорах вообще? Зачем им это? Просто чтобы выиграть время. Возможно, чтобы выиграть время. Кроме того, Кремль может быть вполне уверен в том, что Дональд Трамп в определенной степени выступает в роли своего рода сочувствующего и поддерживающего партнера. И они могут рассматривать его даже как союзника. В конце концов, как я думаю, Сергей Лавров, российский министр иностранных дел, и даже Дмитрий Песков, российский пресс-секретарь, сказали, что после двухчасового разговора между Трампом и Путиным недавно, они считают Трампа человеком, который понимает российскую позицию и является нейтральным в споре между Украиной и Россией. Возможно, это создало у России ложное и необоснованное чувство уверенности, а может быть, они также недооценивают ту силу и влияние, которое общественное мнение внутри Соединенных Штатов способно оказать на формирование политики. Мне кажется, что у Путина на самом деле довольно ограниченное пространство для маневра, когда речь заходит о ведении серьезных мирных переговоров и поиске компромиссов. Он начал так называемую специальную военную операцию, по сути, с целью аннексии всей Украины. Он понес ужасающие потери, его армия, российская армия понесла ужасающие потери. По оценкам Института изучения войны, российские потери превышают 700 тысяч человек, и это, вероятно, довольно консервативная цифра. Поэтому Путин находится в сложном положении. Если он вступит в мирные переговоры, всегда есть вероятность того, что он будет вынужден пойти на компромисс. Так что есть подозрение, что он тянет время и не хочет предметных разговоров, потому что ему придется пойти на компромисс. Я думаю, что Путин связывает свою политическую судьбу с этими переговорами. Если только ему не удастся добиться капитуляции Украины, что, на мой взгляд, совершенно нереально. Я не думаю, что украинцы пойдут на требования России. Но я думаю, что с его точки зрения, если он не продемонстрирует, что выиграл эту войну, то его политическое положение в Кремле может стать проблематичным. Мы стали свидетелями того, как в 2023 году, то есть 2 года назад, Евгений Пригожин попытался осуществить то, что в итоге обернулось неудавшейся попыткой переворота против режима Владимира Путина. Но, тем не менее, это показывает внутренние риски, с которыми сталкивается Путин. Я думаю, что он очень обеспокоен, и это может объяснять частично его затягивание переговоров по миру. Напомню, что и президент Зеленский, и президент Трамп, как мне кажется, это была идея президента Трампа, попросили о 30-дневном перемирии без условий. И президент Украины, и президент Соединенных Штатов согласились на это. Но Путин не согласился на это, за исключением того, что он хотел провести переговоры в Стамбуле и направил, как мы знаем, команду переговорщиков низкого уровня. Мне кажется, что, возможно, Путин тянет время, но могут быть и другие мотивы. Возможно, есть ощущение, что чем дольше это будет продолжаться,
тем больше ослабнет решимость Запада. Возможно, он надеется на прорыв на фронте. Это маловероятно, но, как мне кажется, часто люди изображают Путина как победителя в этом конфликте. Я не думаю, что это так. Я не думаю, что время на стороне Путина, но он может верить, что оно на его стороне. Знаете, какое впечатление на меня произвели те самые переговоры в Стамбуле? Когда Мединский мало того, что заявил о готовности продолжать войну еще 1 год, 3 года или даже 20 лет, как, по его словам, это уже бывало в истории, например, с войной против Швеции, так еще и произнес это с полной серьезностью, что прозвучало по-настоящему тревожно. Но что меня поразило, так это то, что он сказал: «Война с Украиной — это как россияне убивают россиян». То есть люди прямо говорят тебе в лицо, что они даже не принимают твое существование. Они отрицают твое существование. Они думают, что сражаются против россиян. Или я слышала другую цитату, что украинцы — это россияне с промытыми мозгами. Понимаете, как это абсурдно? И дело в том, что они действительно в это верят. Они сидят в Стамбуле и говорят: вот как все есть. Это меня шокирует. Но это объясняет этот пример, о котором вы только что говорили, который вы только что привели из переговоров в Стамбуле. Он, как мне кажется, раскрывает суть катастрофического просчета Путина, когда он начал это вторжение. Он явно верил, что его армия быстро разгромит Украину и что Украина приспособится к новой реальности. Я знаю, что Путин сказал, что он просто возвращает то, что было русской землей. Но на самом деле доказательства говорят об обратном, потому что 43 миллиона украинцев явно с ним не согласны. И еще одна вещь, которую мы должны учитывать, это то, что многие решения в России принимаются в неком подобии эхокамеры. Путин безжалостно расправлялся с политическими оппонентами, и поэтому многие его ключевые советники, а также многие политики, активно участвующие в нынешней российской политике, в значительной степени поддерживают взгляды Путина. И здесь есть опасность, и я думаю, что это уже привело к катастрофическому просчету. Взгляд Путина на происходящее в Украине, безусловно, в начале войны довольно сильно расходился с реальностью. Мне кажется, что опасность этого еще существует. Не стоит полагать, что чем дольше будет продолжаться война, тем больше она будет играть на руку России. В новейшей истории есть примеры того, как небольшие страны побеждали гораздо более крупные. Америка была самой могущественной страной, но ее победили во Вьетнаме. Америка не победила в Ираке после вторжения в 2003 году. И, конечно же, между этими событиями произошло поражение Советского Союза в Афганистане. Таким образом, нет никакой неизбежной логики, что Россия одолеет Украину. И чем дольше продолжается эта война, тем больше ужасных потерь несут обе стороны. Я не хочу умалять потери Украины, которые действительно ужасны, но масштаб российских потерь также ошеломляющий. Даже авторитарный режим должен продемонстрировать, что он добивается прогресса. Так что не исключено, что в недалеком будущем Путин столкнется с новым давлением внутри страны. А вы верите, что в обозримом будущем Россия может рухнуть? Ответить точно очень трудно. Мое предсказание не лучше, чем у кого-либо другого. Я думаю, что если этот законопроект будет принят, тот самый двухпартийный закон, который активно продвигают Линдси Грэм и Ричард Блументал, и если в рамках него действительно начнут вводиться серьезные и всеобъемлющие санкции против стран, продолжающих торговать с режимом Путина, то с учетом глубокой зависимости российской экономики от экспорта нефти и газа, это может оказать крайне серьезное и разрушительное воздействие на способность России продолжать и финансировать свое военное вторжение. И в конечном итоге, независимо от того, какое будущее Путин себе видит, если оно не связано с реальными возможностями, которыми располагает Россия, то Путин либо сам должен будет приспособиться к этой реальности, либо кто-то другой сделает это от имени России. Так что ставки велики.
На мой взгляд, Путин не переживет поражение в Украине или даже переговорного соглашения, если ему придется значительно уступить территории, которые он незаконно захватил. Китай также пошел на большой риск, поддержав это незаконное вторжение в Украину. Если говорить о Китае, то насколько серьезно, на ваш взгляд, мы должны воспринимать стратегический альянс, складывающийся между Россией и Китаем, особенно в контексте нынешней геополитической напряженности и продолжающегося конфликта в Украине? Также недавно был визит Си Цзиньпина в Москву. Какова роль Китая в этом? Я считаю, что роль Китая очень важна. Формально он нейтрален, но он оказывает экономическую и военную поддержку. Он предоставляет технологии двойного назначения, которые помогают российской военной машине. Так что роль Китая очень важна, как и роль Индии. И Индия, и Китай покупают российскую нефть по сниженным ценам. Если в ближайшем или, возможно, в среднесрочном будущем поставки этой нефти перестанут быть доступными по сниженным или льготным ценам, то это вполне может привести к существенным изменениям в текущем положении дел и оказать заметное влияние на экономические расчеты вовлеченных сторон. Поэтому я думаю, что роль Китая важна, но это многосторонняя или многогранная ситуация. Си Цзиньпин пошел на большой политический риск, поддержав вторжение Путина в Украину. Как я уже упоминал ранее, одним из последствий может стать то, что администрация Трампа в Вашингтоне может воодушевить Китай, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе. Это может подстегнуть Китай к более решительным действиям в отношении Тайваня и стран Тихоокеанского региона. Однако у этого уравнения есть и другая сторона. Если Путин окажется на грани поражения в войне, и Европа действительно объединится и начнет предоставлять правительству президента Зеленского именно ту военную помощь, в которой оно нуждается, это может стать очень серьезным вызовом для китайского руководства. Потому что Путин, вторгшись в Украину, подорвал несколько ключевых принципов китайской внешней политики. На протяжении долгого времени Китай основывал свои претензии на Тайвань, а также свой суверенитет над Гонконгом на концепции территориальной целостности и государственного суверенитета. Китай традиционно уделяет большое внимание этим двум принципам. Путин подрывает эти принципы. И если Путин потерпит поражение, я думаю, последствия не ограничатся Москвой. Если Путин потерпит поражение в войне против Украины, его, с высокой долей вероятности, может ожидать свержение или утрата власти. Однако, на мой взгляд, последствия такого развития событий будут ощущаться далеко за пределами России. В частности, они отразятся и в Пекине. Ведь даже несмотря на наличие в Китае жесткой однопартийной системы, нельзя автоматически предполагать, что внутри китайского руководства все безоговорочно поддержали решение Си Цзиньпина фактически молчаливо одобрить полномасштабное российское вторжение в Украину. Поэтому в случае поражения Путина мы можем увидеть, что политические позиции Си Цзиньпина в Пекине значительно ослабнут. Я была действительно удивлена, когда увидела его присутствующим на параде 8 и 9 мая, потому что в предыдущие годы даже многие ближайшие союзники России избегали поездок в Москву. Ведь, как показывает практика, участие в подобных мероприятиях автоматически воспринимается как политический жест, как знак того, что человек, особенно в статусе лидера, фактически выражает поддержку этой войны и солидарность с действиями Кремля. Но в 2025 году эта безнаказанность Путина дала многим лидерам зеленый свет, и никто за это не будет наказан. Никто не будет осуждать вас всерьез. Я думаю, есть опасность того, что и российское, и китайское руководство иногда верят собственной пропаганде. В течение долгого времени из Москвы и Пекина доносилась мысль о том, что Запад приходит в упадок. И позиции Штатов в мире после событий 11 сентября относительно ослабли. Если говорить о европейцах, то решающим фактором здесь является политическая воля. И если у них будет политическая воля, я думаю, что они усилят свою поддержку Украины, тогда не будет никаких причин, чтобы Украина потерпела поражение.
В конечном итоге, если рассматривать ситуацию с точки зрения стратегических последствий и политических издержек, для России все же будет значительно проще отступить, свернуть свою агрессию и прекратить вторжение в Украину, чем для самой Украины пойти на капитуляцию или фактическую сдачу в этой разрушительной и несправедливой войне. Тем не менее, у меня нет ощущения, что, несмотря на все страдания, которые украинцы пережили после российского вторжения, они хотят сдаться, потому что они понимают, что Россия попытается распространить свою авторитарную систему на Украину. Так что да, есть немало лидеров, которые выражают солидарность с Путиным. Я бы сказал, что таких около 20. Но я думаю, они пересмотрят свою позицию, если поверят, что Путин начинает серьезно проигрывать в этом конфликте с Украиной. Россия также продвигает идею, что распад Советского Союза был незаконным, по крайней мере, из того, что я слышала в последнее время. Насколько опасен этот нарратив? Может ли он стать оправданием для новых войн не только против Украины, но и других бывших советских республик, а может быть и других стран? Я считаю, что это чрезвычайно опасный нарратив, потому что он, пусть и косвенно, но все же создает определенное идеологическое оправдание для возможной экспансии России за пределы Украины и способствует легитимизации дальнейших агрессивных действий. Представьте, что Трамп, я не говорю, что он это сделает, но представьте, что он добился урегулирования, в котором агрессия России в Украине была вознаграждена. Ему удалось сохранить 20% территорий, которые он частично или полностью аннексировал. Если это произойдет, и Россия по-прежнему будет считать себя неудовлетворенной державой, как, кстати, заявлял Путин, который считал распад Советского Союза одной из величайших геополитических катастроф XX века. Проблема с этим нарративом о том, что распад Советского Союза был незаконным, заключается в том, что он ставит под сомнение независимость и суверенитет всех тех стран, которые появились после распада Советского Союза, а также стран Восточной Европы, которые впоследствии вступили в НАТО и обрели суверенитет в своей внешней политике, чего они не могли делать во времена существования Советского Союза. Так что, я думаю, что это тревожный нарратив. Реалистично ли это? Я так не считаю, но меня действительно удивило и показалось весьма показательным то, что совсем недавно Владимир Путин назначил, если я не ошибаюсь, генерала Мордвичева, человека, который в одном из своих интервью открыто заявил, что вторжение в Украину является лишь первым этапом более широкой экспансионистской повестки, направленной на перераспределение влияния в Восточной Европе. Не знаю, говорил ли он это из риторических соображений или для поднятия морального духа. Однако я считаю, что весь этот нарратив, утверждающий, будто распад Советского Союза был незаконным, несет в себе явные экспансионистские последствия, и лично для меня это вызывает серьезное беспокойство и тревогу. На самом деле, пока не видно никаких признаков того, что Россия способна подавить Украину. Возможно, это просто то, что я называю несбыточной мечтой о воссоздании Советского Союза. Я не думаю, что это возможно. И, безусловно, если Россия пойдет дальше Украины, она, вероятно, столкнется с сопротивлением НАТО. Однозначно. Я слышала в одном из международных информационных источников, что такая возможность может возникнуть только в том случае, если они прекратят войну в Украине и, к примеру, начнут расширять свое влияние дальше, например, в сторону Молдовы. Не знаю. Я не верю, что они могут сделать это самостоятельно. Возможно, с помощью Китая, что кажется нереальным. Я думаю, это нереально. Меня поразило, когда Путин угрожал применением ядерного оружия. Он действительно угрожал. Если кто-то слишком сильно будет помогать Украине, они и Украина могут столкнуться с применением ядерного оружия. Интересно, что Китай, по крайней мере, один раз заявил, что ядерное оружие не должно быть использовано ни при каких обстоятельствах во время конфликта в Украине. Поэтому я не думаю, что мы должны рассматривать интересы Китая и России как идентичные. Я считаю, что Китай воспринимает Россию скорее как младшего партнера,
И при этом у китайского руководства довольно прагматичный и взвешенный подход к международным отношениям, основанный на четком анализе собственных интересов. Если Си Цзиньпин действительно считает, что Дональд Трамп больше не представляет для Китая особой пользы в сфере внешней политики, то я не думаю, что он обязательно продолжит оказывать поддержку Путину, особенно если станет совершенно очевидно, что Путин не сможет одержать победу в Украине. Профессор Пэтман, большое спасибо за беседу. Надеюсь увидеть вас снова в нашей студии. Большое спасибо.